Группа Ария – это первая общенационально известная и коммерчески успешная метал-группа в России. Успех команды способствовал развитию направления тяжелой музыки на всей территории постсоветского пространства. Ария активно гастролирует не только по СНГ, но и в далеком зарубежье. И учтите, что этот коллектив появился в стране, где нельзя было услышать ничего тяжелее Пугачевой. Глубокий подземный рок не в счет. История создания группы Ария началась со знакомства двух будущих ее музыкантов – Виталия Дубинина и Владимира Холстинина. Они встретились во время учебы в МИИ. Там ребята создали любительскую группу «Волшебные сумерки». Вскоре место вокалиста занял Артур Беркут, а в 1982 году Дубинин группу покинул, чтобы завершить получение образования. После приглашения стать вокалистом в группе «Автограф» получил Беркут, а проект «Волшебные сумерки» прекратил существование. Тогда Холстинин вместе с Аликом Грановским вошли в состав группы «Альфа». Но во время борьбы с самодеятельными командами с 1982 по 1984 года музыканты были вынуждены искать место в официальных ВИА. На историю группы Ария повлияла и биография такого человека, как Виктор Векштейн. В период с 1982 по 1983 год он был директором ВИА «Поющие сердца» и размышлял над идеей создания новой команды, которая могла бы играть в современном стиле. Не имея четких предпочтений в вопросе музыкальной стилистики будущего объединения, Векштейн решил приглашать молодых музыкантов, позволив им свободный творческий поиск при опоре на технические возможности созданной ранее группы. Так, в новую команду пригласили Виталия Дубинина. Однако он через несколько месяцев покинул группу, чтобы изучать вокал в Академии имени Гнесиных. Но после его ухода к группе «Поющие сердца» решили присоединиться Холстинин и Грановский. Тут же перешел новый вокалист Валерий Кипелов после распада ансамбля «Лейся песня». Играя в составе «Поющих сердец» в качестве аккомпанирующих музыкантов, параллельно Грановский и Холстинин создали группу, которая по задумке должна была играть хэви-метал. Художественным руководителем и менеджером в новом коллективе остался Векштейн. Он предоставил студию для музыкантов. Холстинин придумал название группы. Грановский, Холстинин и Векштейн стали подбирать состав команды. В этот период в качестве участников группы пробовались Николай Носков, гитарист Сергей Потемкин и клавишник Александр Мясников. В 1985 году Валерия Кипелова утвердили в качестве постоянного вокалиста Арии. Ударником стал Александр Львов, который был звукоинженером «Поющих сердец». Кирилл Покровский занял место клавишника и бэк-вокалиста. Днем рождения коллектива музыканты назвали дату 31 октября 1985 года. В этот день была завершена работа над дебютным студийным альбомом под названием «Мания величия». Материал выпустили на магнитной кассете сам издатом. Эта работа представляла собой хэви-метал, похожий по духу на американские и английские группы вроде Black Sabbath и Iron Maiden. Альбом удалось записать с одним гитаристом, который стал Холстинин. Для концертных выступлений пригласили второго гитариста Андрея Большакова. Игорь Молчанов за ударными заменил Львова, который остался звукооператором группы. Первый концерт проходил в ДК МАИ 5 февраля 1986 года. Поскольку тогда имидж группы как таковой еще не сформировался, музыканты надели и нанесли на себя все, что соответствовало канонам стиля. На фоне того, что происходило в то время в советском андеграунде, из-за музыкального голода люди того времени могли просто стоять в подвале и в трансе слушать грохот, потому что сил слушать шире круг уже не было. В зале, по воспоминаниям очевидцев, было около 40 настоящих металлистов, которые в принципе знали, как реагировать на происходящее на сцене. Все остальные впали в ступор или пытались аплодировать, стараясь выглядеть находящимися в теме.
Но нераскачанная публика была не самой большой проблемой музыкантов. Все это действо преподносилось как первое отделение указанных на афише «Поющих сердец». И после того, как Ария окончила свое шоу, практически те же музыканты остались аккомпанировать солистке ВИА Антонине Жмаковой. Каждый раз себе даем мы слово, что больше мы из дома никуда. Около полугода концерты Арии происходили в полуподпольном режиме. На афишах заявлялось только выступление «Поющих сердец». При этом в одном из отделений концерта звучала программа Арии, в другом музыканты начинали аккомпанировать Антонине Жмаковой, как участники «Поющих сердец», в утвержденном Москонцертом программе. Возникало странное ощущение раздвоения «Поющих сердец» на традиционную и экспериментальную часть, что никому на руку не было, так как молодежь на тех «Поющих сердец» было не заманить, а другая почтенная публика могла выбрать что-то покобзонистей. И далее пришел момент, судьбоносный для всякого советского коллектива – прослушивание. Это когда уважаемая комиссия, состоящая из партийных и прочих корифеев искусства, слушает вас живьем и решает, достойны ли вы петь песни советских композиторов или же вам вечно источать по квартирникам антисоветчину. Для Арии было два варианта – выкатить программу как она есть, или же спеть очередные «12 сентября 1986 года в ДК АЗЛК прослушивание и случилось. Векштейн решил идти ва-банк и дать металла без галстуков и комсомольских песен. Для того, чтобы был шанс проскочить, был разработан целый план по легализации. Песни были приписаны именитым авторам. В частности, автором «Волонтера» стал Давид Тухманов, а Гарсия Лорка вдруг оказался автором текста «Тореро». Еще более крутой военной хитростью выглядело то, что на сцену в составе Арии сначала вышел Виталий Усов, педагог вокала, который ставил голос участникам «Поющих сердец» и Валерию Кипелову. И вот вышел он на сцену и выдал пару итальянских арий, приведя уважаемых руководителей культуры в замешательство. Потом под слова Векштейна о том, что группа работает на стыке стилей, началась настоящая ария. Комиссия заойкала. Но в итоге члены комиссии закивали, дескать, это будет наш ответ западному влиянию, а то совсем ничего этим кисам противопоставить невозможно. Были некоторые бурные возражения, но в предвкушении грядущего банкета, устроенного опытным Векштейном, возражения эти были нивелированы мнениями других членов комиссии. Итак, по итогам комиссия решила одобрить коллектив и утвердить название «Ария». И полилось вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом в стиле хэви-метал на просторы СССР. В первой статье о группе в аргументах и фактах под названием «Хотим вызывать светлые чувства», написанной под диктовку Векштейна, было сказано, что советский металл – это совсем не тот, что на Западе, и что музыканты Арии вовсе его не копируют. Постепенно основу репертуара коллектива составили произведения Большакова на стихи Маргариты Пушкиной, у которого сложился мощный тандем с главным аранжировщиком Грановским, что не очень нравилось Холстинину. В итоге альбом «С кем ты» практически полностью состоял из большаковско-пушкинских произведений. Разделился весь мир на они и мы. Бьют на батом сердца и бурлят умы. Группа активно гастролирует и не без успеха. Однако у Грановского и Большакова возрастает недовольство Векштейном, низкими заработками, невозможностью давать интервью журналистам и вмешательством в процесс создания творчества. После концерта в Ставрополе все музыканты, кроме Холстинина и Кипелова, заявляют об уходе из группы и создают свою группу «Мастер». К группе Ария присоединяются бас-гитарист Виталий Дубинин, барабанщик Максим Удалов и гитарист Сергей Маврин.
то же время возникают сложности с репертуаром. Андрей Большаков запрещает коллективу исполнять написанные им песни на концертах, и музыкантам срочно приходится сочинять новые. Однако перемена состава пошла на пользу группе, и в 1987 году команда записывает альбом «Герой асфальта», ставший первым в истории коллектива, выпущенным на виниловых пластинках советским монополистом фирмой «Мелодия». Тираж дисков превысил 1 миллион копий. Во многом благодаря выпуску винила Ария становится одной из известнейших металлических групп России. В период с 1987 по 1988 музыканты объехали с концертами весь Советский Союз, а также успешно выступали на Берлинском фестивале «Дни стены». После Германии команда с не меньшим успехом гастролирует в Болгарии, однако между менеджером и музыкантами уже назревает конфликт. А штурман бросит высоты, ты жесток. Тем временем Виктор Векштейн уверял группу, что их музыка устарела, и писать новый альбом не имеет смысла. Он назначил гастроли, не давая времени для написания нового материала. Группе, конечно, это не нравилось, и после очередной ссоры Векштейн все же идет на уступки и пока остается на своей должности. В 1988-м группу покидает барабанщик Удалов, на смену которому приходит Александр Манякин. В этом же году группа расстается со своим менеджером Виктором Векштейном и с новым материалом переходит к Юрию Фишкину. В обновленном составе команда записывает пластинку «Игра с огнем», которую фирма «Мелодия» в 1989 году выпускает тиражом 850 тысяч экземпляров. Как и в предыдущем альбоме, текст писала Маргарита Пушкина, как и для большинства последующих песен, а музыку в основном писал Виталий Дубинин. Однако в начале 90-х годов, после краха СССР и последовавшего за этим многолетнего экономического кризиса, концертная деятельность Арии практически сошла на нет. В борьбе со сложностями музыканты стали искать заработок на стороне. Валерий Кипелов устроился работать сторожем, Владимир Холстинин стал таксистом. Лишь Сергей Маврин и Виталий Дубинин остались верны профессии, сумев заключить контракт с группой Lionheart, для работы в которой уезжают в Германию. Однако вскоре они возвращаются и в 1991 году записывают очередную пластинку, альбом «Кровь за кровь». На этом альбоме лично я хочу выделить песню «Прощай, Норфолк». Она на тему Первой мировой войны и рассказывает об исчезновении боевого отряда Норфолкского полка британской армии во время Дарданельской операции. Эта история весьма темная, которая имеет как простые объяснения, так и мистические, что и неудивительно, учитывая то, что подразделение исчезло фактически среди бела дня. Немцы убили, тащили во рвы, в бой англичане бросали статуи. В 1994 году группа заключает контракт на выпуск своих альбомов с музыкальным издательством Мороз Рекордс, тогда специализировавшимся на выпуске рок-музыки. В то же время в истории группы Ария произошло яркое событие – тур по Германии. Музыканты за 2 недели выступили в 7 городах, среди прочего дали концерт в хард-рок-кафе города Берлина. По вине организаторов поездка прошла в ужасных условиях, заработка она также не принесла. Скандал с организаторами перерос во внутренний конфликт в коллективе. По окончании тура Кипелов начинает выступать с группой «Мастер», объясняя этот шаг необходимостью подработки, а музыканты Арии подыскивают ему замену, приглашая вокалистами сначала Алексея Нелидова, а затем Алексея Булгакова. В 1995 году из группы уходит Сергей Маврин, объясняя поступок нежеланием выступать без Валерия Кипелова. Новым гитаристом команды становится Сергей Терентьев. Тем не менее, в Мороз Рекордс считали, что следующий альбом Арии не будет коммерчески успешен, если в нем не будет петь Кипелов. Владелец компании Александр Морозов пригрозил музыкантам денежными санкциями за срыв контракта, после чего Кипелов записал вокальные партии для альбома «Ночь короче дня», вышедшего в сентябре 1995-го. Возьми мое сердце,
возьми мою душу. После записи альбома по предложению Холстинина Кипелов возвращается в Арию. Осенью группа провела серию концертов с Сергеем Задорой в качестве нового менеджера. Казалось бы, все вопросы решены, все счастливы. Возможно, со стороны так и выглядело. Но в 97-м Валерий Кипелов записывает с гитаристом Мавриным сольный альбом «Смутное время». Именно на нем впервые исполнена песня Я свободен, словно птица в небесах. Некоторое время история группы «Ария» была связана с именем Сергея Терентьева. Изначально он заменял Маврина, но вскоре закрепился в коллективе как постоянный участник и взялся за активное написание песен. В 98-м «Ария» выпустила альбом «Генератор зла», в который входят несколько написанных Сергеем произведений. Песни «Отшельник» и «Потерянный рай» попадают в ротацию радиостанций, что обеспечило рост популярности команды. Рай, ты найдешь потерянный рай. Следующий студийный альбом группы вышел в 2001 году. Пластинка получила название «Химера», а несколько вошедших в нее песен стали радиохитами. Летом команда принимает участие в фестивале «Нашествие», где впервые выступает с симфоническим оркестром. Между тем, внутри группы нарастал конфликт. Нездоровая атмосфера в группе была уже во время записи альбома, где каждый музыкант сводил и записывал свои песни отдельно. Весной 2002 года Кипелов предложил Дубинину и Холстинину на время приостановить деятельность группы и заняться сольным творчеством. Те отказались, так как материал для нового альбома был уже почти готов. Тогда Кипелов отказался от участия в записи альбома, а участники группы обвинили его в срыве записи альбома и издания старых альбомов в Германии. Последним релизом старого состава был альбом редких треков и каверов «Штиль». Ты летящий вдаль, ангел. В качестве примера кавера можно привести песню «Беспечный ангел», которая представляет собой русскоязычную версию баллады «Going to the Run» группы Golden Earring. Продолжая эту тему, думаю, стоит отметить, что в свою очередь песни группы «Ария» тоже становились объектом кавер-версий других групп. В частности, группой «Рамштайн» в 2003 году был выпущен редкий сингл, содержащий кавер-версию песни «Штиль», обработанную в индастриал стиле. Итогом стал финальный концерт Арии в Лужниках, получивший название «Судный день», после которого Кипелов, Терентьев и Манякин покинули группу. Новый состав Арии был объявлен в ноябре 2002 года. В него вошли гитарист Сергей Попов, барабанщик Максим Удалов, басист Виталий Дубинин, гитарист Владимир Холстинин и вокалист Артур Беркут. Первый альбом обновленного состава получает символическое название «Крещение огнем» и выходит в 2003 году. Его выпуску предшествует релиз сингла «Колизей», однако большинство поклонников не принимает нового вокалиста, считая его голос неподходящим к музыке Арии. Твой враг в пыли, жалок и слаб, загнанный зверь, раненый. В 2006 году команда выпускает пластинку «Армагеддон». Незадолго до этого происходит смена издателя. Теперь работы группы выпускает лейбл CD Maximum. Выход альбома совпал с 20-летием, которое Ария отмечает грандиозным туром, в котором принимают участие музыканты прежних составов. Валерий Кипелов не участвует в празднике, ссылаясь на плотный график собственных гастролей. Эпилогом торжеств становится запись кавер-версии хита «Воля и разум» при участии ведущих отечественных рок-музыкантов Кинчева, Самойловых, Бутусова и Шевчука. Сильнее всех
всяких войн. Сильнее всяких войн. Следующие несколько лет группа активно гастролирует, превращая свои выступления в красочные шоу с участием каскадеров. В 2010 году команда основывает свой фестиваль Aria Fest, который становится ежегодным. Летом 11-го группа объявляет об уходе Артура Беркута, для которого это известие стало неожиданным. Комментируя смену вокалиста, Виталий Дубинин говорил, что для исполнения новых песен требуется певец иного плана. Осенью 2011 года было объявлено имя нового вокалиста. Им стал Михаил Житников. Однако несколькими месяцами ранее музыканты объявили название, готовящейся к выходу пластинки, не раскрывая имени солиста, что среди поклонников породило слухи о возвращении Кипелова. Альбом же назывался «Феникс». Горят мосты, за спиной летит стрелой дальний. Следующий номерной альбом Арии вышел осенью 14-го. Он получил название «Через все времена». На этом диске Михаил Житников впервые показал свои композиторские способности в соавторстве с Виталием Дубининым, сочинив музыку к песне «Точка невозврата». Кстати, эта композиция понравилась космонавтам МКС, а диск с записью альбома, в который она вошла, в 2016 году доставили на Международную космическую станцию. Плыть по волнам в тот океан, что нас... Параллельно ведется подготовка к масштабным празднованиям 30-летия Арии. Масштабные концерты, приуроченные к юбилею, проходят в рамках ставшего традиционным Aria Fest. На этот раз оба дня были посвящены именно Арии. В первый день на сцену вышли как сами юбиляры, так и многие бывшие участники группы. Сергей Маврин, Алик Грановский, Сергей Терентьев, Александр Манякин и Валерий Кипелов. Во второй день Ария представила возрожденную программу с симфоническим оркестром «Классическая Ария» вместе с оркестром «Глобалис» под управлением шведского дирижера Ульфа Ваденбранта. Группа исполнила самые популярные песни. После чего группа долгое время гастролирует, и только в 2018 году Ария объявляет название нового студийного альбома «Проклятие морей». А релиз 13-го по счету лонгплея состоялся 13 ноября 2018 года. Помню, флаг резал горизонт, враг был со всех сторон, сталь разрывала плоть, нас позабыл Господь. В том же году Ария также вновь вернулась с сольными концертами на стадионы. Режиссером-постановщиком шоу выступил давний друг группы Юрий Соколов, с которым Ария сделала множество громких проектов в прошлом. На арене была возведена уникальная трехуровневая сцена со светодиодными экранами высокого разрешения, высота которой составила 9 метров. Специально для концерта Арии была создана не имеющая аналогов в России система полета над залом. В юбилейный 20-й год Ария объявляет о проведении сразу двух масштабных туров. Однако планы пришлось изменить из-за охватившей весь мир пандемии. Быстро подстроившись под новые реалии, Ария в буквальном смысле уходит в онлайн. Свой первый онлайн-концерт группа дает на платформе Wink. Затем следует аналогичное выступление на платформе Okko. После чего Ария совместно с Юрием Соколовым открывает собственную видеостудию «Твой новый мир». Отныне онлайн-концерты группы проводились преимущественно отсюда. В связи с вынужденным сидением дома, Ария запускает масштабный видеопроект «Через все времена», в котором педантично проходится по всем вехам своей 35-летней истории. Свой юбилей Ария отмечает большим онлайн-концертом. Подстроившись под новые реалии, музыканты постепенно вернулись к выступлениям в традиционном формате, продолжив свои туры. Я любил и не
Что сказать в конце? Думаю, группа Ария в свое время умудрилась найти компромисс между комсомольцами и неформалами. Естественно, речь не шла о примирении с цветами и радугой, но появление чего-то, что слушали и те, и другие, это, несомненно, был прорыв. Помню, на моих школьных дискотеках в 90-е танцевали под все подряд, в том числе и под металл. Для непосвященного это выглядит дико, но танцевали и еще как. В том числе и под Арию. И она стала первой металл-машиной в СССР, которую можно было не морщись ставить на дискотеках вместе с Accept или Scorpions.